Всем здравствуйте! Сегодня я вам расскажу о крахмале. Возник вопрос, когда увидели на моем канале, что я пользовалась тапиоковым крахмалом, и рецепт был с тапиоковым крахмалом. И тогда возник вопрос, какой же крахмал лучше. Я сейчас вам немного расскажу о своих выводах, о своих наблюдениях, но могу сказать сразу, что я пользуюсь разными крахмалами. Все зависит от того, что я хочу. Первое, что могу сказать, что из любого крахмала у вас получится холодный фарфор. Может быть, он будет немножко разный на ощупь и в конечном результате, но, возможно, вы даже это и не заметите. Первая разница, на которую можно обратить внимание, это его цвет. Здесь, может быть, отсвечивает немножко, но если рассмотреть его в натуральном виде, то получается кукурузный крахмал. Он более темный среди всех крахмалов. Картофельный светлее, чем кукурузный, а тапиоковый еще светлее. Вот я приблизила и развернула для сравнения. Невооруженным глазом особенно сильно так и не заметишь. Если сварить по отдельности и по очереди лепить с него, то даже можно не совсем увидеть разницу. Но когда много уже лепишь и много варишь, то ты ощутишь разницу даже на ощупь. Не могу сказать, что какой-то фарфор лучше, какой-то хуже из какого-то крахмала. Все будет зависеть от результата варки, как вы его сварите. Потому что сама клейстеризация крахмала зависит от его температурного режима. И какой температурный режим вы придадите ему, такой результат вы и получите. Хочу показать сейчас для сравнения мой фарфор. Ну вот взять кукурузный. Я покажу вам, вот как он держит форму. Нельзя сказать, что он какой-то хуже или лучше. Даже вот так вот вареничек такой сделаю. Я до тонкого пытаюсь растянуть его, чтобы увидеть. Вот, держит форму, растягивается. Ну, вы знаете уже, что я пользуюсь с добавлением контакта, как мне подсказала Оля. И это очень довольно-таки хороший вариант. Как я варила свой фарфор, я уже дала у себя в ленте, можете посмотреть. Я ссылку в описании оставлю. Если брать картофельный крахмал, тоже вот держит форму. Такой же. Может быть, по цвету он будет белее. Тоже растягивается. Такой же эластичный. И такой же результат вот получаешь с него хороший, как и с кукурузного. Но немного есть своя разница, о которой я чуть позже скажу. И тапиоковый крахмал. Тоже вот покажу. Я его сразу вот развернула, даже не разминала. Покажу вот как. Держит форму. Растягивается. Но имеет более светлый цвет. Первое, что очень важно для крахмала, это его сорт. Нужно выбирать высший сорт. Кстати, могу сказать, что вот картофельный крахмал у меня не высшего сорта, но вот, как видите, тоже получилась неплохая масса. И довольно-таки цвет тоже неплохой. Но если высший сорт будет более белее масса. Покажу вам пробнички, которые я сделала. Вот, это из кукурузного крахмала. Он более такой, видите, темноватый оттенок имеет, но помните, каким я клеем пользуюсь? Я пользуюсь белорусской дисперсией ПВА-Д пластифицированная, и она не имеет такого белесого оттенка, она более такая чуть-чуть как бы затемненная. Но тем не менее образцы, видите, вот картофельный, это не с высшего сорта, как я уже говорила, и он близко к кукурузному, а тапиоковый получается самый белый пробник. И если бы картофельный был высшего сорта, то они практически были бы на одном уровне. Но просто между ними всеми есть еще одна разница. Как я уже и говорила, разница зависит от его заваривания, температуры. Ну, могу сказать, что кукурузный крахмал можно заваривать и нужно заваривать на более высоких температурах. Это будет от 62 градусов до 75 градусов. Картофельный крахмал заваривается при температуре от 58 градусов до 64 градусов. Тапиоковый заваривается от 52 до 64 градусов.
Я все эти цифры оставлю в описании, опишу их, поэтому, если что, можно будет обращаться, чтобы прочитать, если вдруг забудется. Вот возникает тогда следующий вопрос. Как определить эту температуру, если невозможно градусником измерить, а тем более в микроволновке очень сложно измерить градусы? Вот как определяю я? Ну, допустим, как определить то, что где-то 70 градусов. Когда я завариваю клей, если я завариваю клей, он у меня поднимается по бокам, как бы начинает подниматься. И когда я достаю с микроволновки, идет такой хороший пар, я понимаю, что это уже где-то от 70 градусов и выше. Почему? Потому что пар поднимается от 70 градусов. Следующее, если, допустим, вы, как вот я достаю из микроволновки массу, потом уже пар не идет, когда уже масса заваривается, я обязательно как бы уменьшаю время нагревания, но вы видели, у меня такая тарелочка пластиковая, очень мягкая, и она тонкая, получается, что мне легко рукой потрогать. И я беру ее, когда подогреваю уже такую более густую массу, я ставлю ее на руку. Если рука терпит и приятно для руки, то это получается где-то 40-45 градусов. И как бы это малые градусы, которые нужно для нагревания. Тогда я ставлю еще раз на несколько секунд. У меня это примерно, я до 5-6 секунд ставлю, и она у меня подогревается больше. И уже когда ставишь на руку тарелочку, и можно терпеть, но немножко сложновато терпеть, это уже говорит о том, что 60-65 градусов температура. Поэтому, если вы будете брать ниже градусы, крахмал не будет раскрываться до полной степени и не будет клистеризироваться. Но если вы будете перегревать его, получится вот этот как раз-таки перевар, когда уже будет превращаться масса в резину, либо начнет разваливаться по разным причинам. Поэтому очень важно следить за температурой, хотя бы вот таким образом, как бы говорится, но это уже со временем, с практической стороны вы уже начнете понимать. Что мне нравится вот в крахмалах? Вот, допустим, тапиоковый, он очень нежный. Масса получается нежная на ощупь. Масса получается беленькая, белесая, даже вот с моим клеем. Лепестки остаются такими же пластичными. Крахмал картофельный мне тоже очень нравится, но он сложен лишь только в том, что получается вот эти два крахмала сложны в том, что при меньших градусах их нужно заваривать, и часто, если где-то моменты какие-то не досмотреть, можно переварить массу. У меня часто как-то получалось больше с картофельным переварить, чем с тапиоковым. Ну, я просто отвлекалась, либо уже слишком надолго оставляла. Кукурузное – это самый универсальный крахмал, который он как бы общедоступный, его просто можно при больших градусах нагревать, и менее перевар встречается, поэтому начинающим может быть проще даже с кукурузного начать. Хотя не отменяются и картофельный, и тапиоковый, они все хороши между собой. И хороший фарфор будет зависеть от того, насколько вы будете выпаривать свой клей. Это первое. Ну и в зависимости картофельного крахмала немножко меньше нужно ложить, чем кукурузного, потому что у него клейкость больше, чем у кукурузного. Поэтому тоже такой вот нюанс есть. Не всегда получается, может быть, некоторые девочки говорят, что не всегда получается или не нравится им. Опять-таки, вот сколько я варю фарфор, могу сказать, что не всегда угадаешь выпарить достаточное количество клея до такой степени, чтобы он всегда, каждый раз получался одинаковый. Поэтому каждый раз приготовление фарфора получается таким, что он немножко, чуть-чуть будет отличаться от прошлой заварки. А если, допустим, промежуток варки отличается в длительности, что вы давно варили и потом начинаете варить, опять-таки, то есть это нужно варить регулярно, чуть ли не каждый день, чтобы вы отработали вот эту вот технику точности, и то до точности вы этого не сделаете. И хороший, конечно же, фарфор будет получаться из хорошего клея. Это однозначно. Хотя я пробовала уже разные клея. И еще у меня два ожидают, но я их тоже уже варила, пробовала. Не очень они мне нравятся, но я думаю их доработать. Возможно, тоже выставлю у себя в ленте. Можете потом посмотреть. Если мне понравится, если я добьюсь нужного результата, то я тогда его выставлю. Если нет, то вкратце только скажу, покажу, какой не стоит покупать. Ну, в принципе, вот
коротко так, по верхам, можно так сказать, основное сказала, чтобы вы не боялись пользоваться никаким крахмалом. И какой есть в наличии, допустим, нет у вас тапиокового, это не значит, что нужно где-то искать его, как будто это самый незаменимый крахмал. Можно из любого, можно картофельным, он близко похож на тапиоковый, просто немножко как бы проблематичный. Этот еще при низких температурах, чем картофельный. Поэтому тоже с ними, может быть, сложно вам будет варить. Кукурузный высший сорт, экстра, он незаменим. Поэтому какой есть, такой пользуйтесь. Творческих вам успехов, девочки. Хороших вам использованных, вареных фарфоров, красивых цветов. Всего хорошего, до следующих встреч.